Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал Криптогеймеры. Сегодня покажем в Lost Relic в момент события на Пасху, как максимально быстро и эффективно стартануть, потому что событие Пасхи позволяет нам получать очень много золота, именно как для начинающего игрока. Это самый лучший промежуток для старта. Петруха, здорово! Здорово, всем привет, спасибо за лайки, подписки и комментарии, за вашу поддержку, мы очень это ценим. Да, вы, как видите, Кирилл все с себя снял, понятно, что это 14 уровень, но уровень здесь не влияет ни на статы, ни на урон, ни на жизни, так что это как вы будете начинать. 2 серых оружия, 3000 жизней, первая пещера и понеслась. Да, наша сейчас задача какая, друзья? Фармить эти золотые яйца, их продавать, то есть не открывать, не надеяться ни на какой рандом. Наша задача быстро нафармить самые первые расходники и потом нафармить прем на 1 день и потом на 7, соответственно. Мы сейчас будем все скипать, нам нужно быстренько найти просто золотой сундук, потому что мы сможем все равно с пещеры без према вытащить, только нас немножко тут поджали. Прочищаем проход. Наша задача нафармить просто одно золотое яйцо, потому что без према мы не сможем вытащить 2. Нам сейчас ни майник, ничего не нужен, друзья. Да, правой кнопкой это силовой удар, если вас зажали, как вариант, вы можете прочистить себе дорогу. Достаточно большая пачка собирается. Возможно, вы быстро умрете, не с первого раза у вас все получится. Но здесь в первой пещере дамаг не очень большой. И время, скажем так, 2 попыток будет все равно эффективнее, чем если бы вы зачищали все подряд. Конечно, вы не будете получать ни опыта, ни каких-то дополнительных лутов. Но, как видите, пачка собралась. Кирилл Да. без проблем ее раскидал. Просто тупик попали, друзья. То есть не самое лучшее. Вот на мобы поджимают, но тут можно прорваться. Что-то бей, не? Да, тут в тупик прям. Тут какая-то текстура такая неудачно попалась. Но с дверями бывают такие темы. Тут, конечно, видите, с маршрутом не угадал. То есть бывает. Очень осторожно надо не зайти в лаву случайно. Это достаточно сильный дамаг. Все остальное нас не пугает. К сожалению, с первого сундука мы не поймали золотое яйцо, но на выходе оно, я думаю, должно быть. То есть мы, конечно, будем стараться какие-то интерактивные объекты тоже разбивать. Да, всякие вазы, деревянные сундучки. Все пытаемся дать тычку. Да, главное тут немножко так пытаться сразу мобов огибать как-то, потому что у них прям есть такое хорошее качество, это просто стопить вас. А если они подстопают, тут уже дела на самом деле будут. Вот видите, можно назад дать немножко, и потом просто как раз, а так бы, ну, назад дать и потом пробегать, иначе мы просто проходим и опять зажали. То есть такие небольшие мансы. Вот это можно разбить, потому что с таких часто падают золотые яйца, интерактивные объекты. Но это надо тоже понимать, если мы можем себе это позволить. Так, небольшой бодиблок опять. Так, ну и сундука, к сожалению, здесь не оказалось в конце. Остались без яйца. Будем сейчас опять забегать также. То есть надо именно... Наша задача как можно быстрее, как можно больше так пробегать, влутать одно золотое яйцо и продавать его сразу. Потом делать такую же попытку. То есть принцип такой же, друзья. Сейчас будем все это показывать. Потому что сейчас именно в момент ивента самый хороший старт, как мы уже говорили, именно быстрый. Потому что каждое золотое яйцо дает очень много золота. Так, здесь не пройти уже, к сожалению, надо будет чистить. Да, на момент записи видео одно золотое яйцо дает 500 золотых по рынку. И это, можно сказать, сразу либо зеленое кольцо, либо зеленый меч, катана, да, которая облегчит вам задание расчищать. Но, с другой стороны, шанс, если вы вдруг умрете, то это минус за 500. Но я считаю, здесь умереть надо еще постараться. То есть это... Ну да, тут можно вот так, видите, мансить до последнего, пока проход, вот все. В принципе, то же самое можно делать и во второй пещере, да? Ну, второе там там посложнее. Просто первая пещера, тут обычно одно яйцо можно полутать, со второй там 2-3, то есть она все равно без према не утащить больше яиц, поэтому нет смысла. Первая попроще, тут нет пауков, которые могут вас поймать в паутину. То есть, если вас поймать в паутину,
без нормального оружия там уже, конечно, будете рип, скорее всего. То есть, либо очень много хп На выход потеряете. прибежал. Нет? Да, немножко я заговорился, друзья. Но вот это когда разговариваешь, еще и записываешь параллельно. Так-то, конечно, Да. это все намного проще делается. Какова наше дальнейшее действие? Выносим яйцо, идем на аукцион, мы это вам тоже все покажем, продаем. На эти деньги, скорее всего, покупаем катану, да? Чтобы быстрее Ну, расчищать проходы. тут несколько вариантов на самом деле. Либо, да, можно купить катану, друзья, и чтобы просто вот проще было зачищать вот такие паки, допустим, меня сейчас могут зажать, и с катаны проще убить. Но можно купить, если есть какие-то проблемы вот с количеством жизни, можно купить то же самое кольцо на старте. То есть нам нужна катана, кольцо, и нам понадобится лук. То есть с луком мы потом можем дальше идти уже в более интересные данжи. В следующее видео, друзья, вы увидите, как можно фармить на базовых предметах. Так, Да. такой волчара. Ну, наша цель это прем, самый дешевый. Это на аукционе продается такой шарт, который можно активировать, который дает вам прем доступ и шанс выноса Да, всех золотых яиц, возможности. да, просто И проблема сейчас то, что мы можем только одно золотое яйцо утащить, поэтому мы можем зачищать полностью весь данж, да, на 100% там полутать там 3-4 яйца. Но проблема то, что мы можем вытащить только одно. Так, вот, ну, конечно, сундук все равно открываем, потому что мы никогда не знаем, да, что но там тут будет. опасно открывать его лишний раз. Да. Ну и вот, золотое яйцо мы получили. Как раз таки то, что нужно, за 2 захода. Ну, обычно один заход, одно яйцо, но понятно, что бывает какой-то рандом, от которого отыгрывать, к сожалению, не всегда приходится. Да, для сравнения, если бы вы аккуратно продвигались вперед и зачищали бы каждого моба, вы бы, конечно, прокачивали уровень, но это заняло бы у вас от 8 до 10 минут, так как это новая игра, надо привыкнуть, понять. И не факт, что это было бы так же эффективно. Здесь же за 5 минут мы уже вышли с яйцом. Первый был неудачный ранг, второй удачный. 5 Просто минут даже, выставляем. вот сейчас, вот даже если бы мы полностью зачистили, то есть количество золота, вот видите, даже написано сейчас 593, но это примерная цена, там плюс-минус в диапазоне. За первое прохождение мы бы максимум получили там всякие, ну, пару руды, пару, может быть, каких-то там шкурок и так далее, зубов, то есть это все стоит копейки, то есть это максимум там 50 золота, наверное, все, что мы могли полутать. Здесь это получаем уже там где-то минимум 500. То есть сейчас продадим за 500, это получается, сами понимаете, какая именно разница в этом, друзья, именно по скорости фарма. Да, идем во вкладку Own It, это ваша. Делаем, нажимаем на Create Sell Order. Ну, я не знаю, просто Выставляем будем продавать одну или так для единицу. видео? Да, продавай, посмотрим цену актуальную. Да, вот за Ставь 500 поставим. минимальную единицу. Нет, Давай, ставь да. минимальную единицу, да, пойдет по рынку. Всегда самая актуальная цена спроса по рынку у вас пройдет. Смотрите, Вот, что 551. 551, да. То есть, смотрите, 551 золота получили буквально за там 5 минут, да? Ну, 2 трая было, один неудачный. Дальше мы бежим куда? Только Дальше? еще такое уточнение, надо это золотое яйцо сначала положить себе в сундук, а потом продавать, потому что у Кирилла уже есть в Да, сундуке да, да. золотые яйца, оно продалось, как видите, в инвентаре оно до сих пор еще висит. Ну, это как бы... Сейчас можем и это, конечно, показать маршрут, но я думаю, и так понятно. Все продается в аукционе, все продается с инвентаря. Да, Точнее, после не с выхода инвентаря, с со склада. пещеры, после выхода с пещеры вам надо зайти в таверну, скинуть яйцо и забегаем еще раз, потому что с яйцом внутрь не пустят. Дальше мы покупаем расходники, вот это кольцо. Я сейчас покупать не буду, потому что я просто одену со склада своего. И наша задача купить лук и катану, то есть 1500. Буквально 3 захода таких, да, 3-4, там, если где-то не повезет, покупаем. И у нас уже получается первый базовый набор, с которым мы можем уже фармить данжи 3-го уровня, друзья. Покажем в следующем видео, как это делать все. Но здесь какая фишка, то есть мы набираем базовый набор и продаем все яйца. Для чего это нужно? Мы должны накопить на первый хотя бы прем. Потому что прем нам позволяет вытаскивать больше, чем одно яйцо за данж. Так, сейчас одену. Как раз таки вот это кольцо, друзья. Вот В набор. теории, то есть сначала прем, а потом все остальное. То есть, как вы видите, одно кольцо выносится, одно яйцо с первой пещеры мы выносим так раз 20, покупаем за 10-12-13 тысяч по цене рынка прем на сутки, активируем его, уже потом одеваем катану
лук, кольцо и идем в болото, что вы можете посмотреть в нашем следующем видео. Да, там просто в более сложных данжах там фарм намного лучше. Там за 15 минут можно по 4 яйца вытаскивать, то есть это в среднем. А здесь просто, как я уже говорил, задача набивать прем, потому что голды вы столько не получите в любые другие промежутки игры. Кольцо, как вы видите, дает еще дополнительно 700%, 700 здоровья, то есть у нас будет 3700. Это поднимает нашу выживаемость. С этим просто комфортнее. Можно вообще без всего проходить первый данж, просто голым бегать. Но когда у вас есть в запасе еще чуть-чуть лишнего здоровья, это, ну, как вы понимаете, намного комфортнее. Оружие позволит, если вас где-то зажмут, быстрее в 2 раза зачистить этот проход, потому что первое базовое оружие, либо второе разница по урону, там, насколько я помню, x2. На этом все, друзья. В принципе, не знаю, Петруха, есть что добавить? Нет, смотрим, заходите к нам на канал, смотрите наши стримы, пишем лайки, подписываемся и отписываем ваш дроп. Удастся ли вам выбить такой же лук, как мне? Да, друзья, всем спасибо, кто смотрит, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и, конечно же, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.